последнее время я часто об этом думаю. Детям не нужна причина, чтобы бежать. Они просто бегут. Им не нужен повод, чтобы что-то нарисовать или построить. Или остановиться и 5 минут смотреть на жука на тротуаре. Они просто идут к тому, что привлекает их внимание, не задумываясь, имеет ли это смысл или нет. Эта энергия никуда не исчезает. Просто где-то по пути, пока мы взрослели, ее становится все сложнее слышать. Жизнь становится громче. Обязанности, ожидания, постоянное ощущение, что надо заниматься чем-то более важным. И эта изначальная чистота оказывается погребена под всем этим. Но она по-прежнему внутри нас. Иногда она появляется в самые неожиданные моменты. Например, когда ты бежишь утром и вдруг останавливаешься без всякой причины. Просто так. Что-то вдруг привлекает внимание, и на мгновение думаешь только о том, что находится прямо перед тобой. Мы пришли в этот мир с одним лишь любопытством. Без планов и без страха выглядеть глупо. Без внутреннего голоса, который заранее спрашивает, стоит ли вообще что-то пробовать. Мы трогали все вокруг. Обо всем спрашивали. Создавали что-то из подручного материала и считали это шедевром, не сомневаясь в результате. В какой-то момент, по дороге во взрослую жизнь, мы научились сомневаться. Мы начали спрашивать разрешения, прежде чем что-то создать, сравнивать свои работы с уже существующими. И незаметно для себя многие из нас решили, что творчество не для нас. Никто не говорил нам об этом прямо. Жизнь сама постепенно нас в этом убедила. В школе поощряли правильный ответ, а не интересный. На работе ценят эффективность, а не воображение. И в какой-то момент создавать что-то просто ради удовольствия стало казаться пустой тратой времени. И мы так и застряли в этом состоянии. Но вот какая мысль не дает мне покоя. Каждый мост, скульптура или музыка, вызывающая чувства, которые трудно выразить словами, все это создано не людьми с готовыми ответами. Это сделали те, кто сохранил любопытство, кто продолжал идти вперед, несмотря на те же внутренние сомнения, что есть у всех нас, и не позволил миру отговорить себя от творчества. Самые удивительные вещи в истории человечества созданы людьми, которые не разучились играть. Я думаю об этом, когда путешествую. Стою перед тем, что люди создали своими руками сотни лет назад, и пытаюсь представить, что происходило в их голове.
Боялись ли они, что это недостаточно хорошо? Сомневались ли? Слышали ли тот голос, который шепчет, что кто-то другой справится лучше? Или просто начали? Как бы ни было страшно или тяжело, они все равно это сделали. И теперь я стою перед этим искренне тронутый. И не могу представить мир, в котором им удалось бы убедить себя даже не начинать. Их страхи исчезли. Их сомнения исчезли. Все, что их тревожило, ушло, а нам остался результат их трудов. Мне очень нравится, как это сформулировал Джейк Фрю. Он сказал: «Есть такой человек, Пабло Пикассо, который однажды сказал: каждый ребенок художник. Проблема в том, как остаться художником, когда мы взрослеем». И знаешь, независимо от того, считает ли человек себя художником или нет, каждый по своей природе творец. Благодаря этому мы создаем по-настоящему удивительные вещи. Строим мосты, чтобы сделать мир ближе. Ставим памятники, чтобы не потерять умение восхищаться. Создаем музеи, потому что понимаем ценность человеческого творчества в любой его форме. Чем больше мы узнавали, тем яснее становилось, что Вселенная огромна, бесконечна и выходит за пределы нашего контроля и понимания. И все же это никогда не останавливало нас от попыток понять ее хоть немного лучше. Мы всегда знали, что ничто не вечно. Однажды нас не станет, и все, что мы любили, исчезнет вместе с нами. Но это ни разу не мешало нам создавать что-то прекрасное. Мы живем на планете, затерянной в бесконечной Вселенной, большую часть которой нам не увидеть и не понять до конца. И все же мы здесь, живые, осознающие и способные создавать то, чего до нас не существовало. Я не знаю, сколько времени у нас есть, но та часть нас, что перестала играть, та, что однажды решила, будто создавать это для других, более талантливых, более свободных или уверенных людей, заключила сделку, на которую вовсе не обязательно было соглашаться. Мы отказались от самого естественного в себе, того, что было с нами еще до всего остального. Поэтому создавай, что бы это ни было: видео, путешествие, бизнес, разговор, который ты все откладываешь, ту жизнь, которую представляешь, но не начинаешь строить. Делай это несовершенно, если нужно. Начинай до того, как почувствуешь готовность. Делай, даже не зная, будет ли это кому-то важно. Береги в себе эту часть, любопытную. Ту, что на самом деле никуда не исчезла. Hold
앉아. 우리가 지금 Love the lake was 라우스 씨, love the lake. 라우스 씨. 지금 가요. 우리 together 가요. 여기는 리뷰에서 봐봐.